Киммих – главная цель ПСЖ. Мадридский Реал занимается усилением линии обороны. Вернер хочет остаться в Тоттенхэме. Робиньо взят под стражу. Обо всем этом и многом другом вы узнаете в этом ролике. А перед его началом я хотел бы попросить вас подписаться на канал, поставить лайк и оставить комментарий. Это очень поможет в продвижении ролика. Также рекомендую тебе подписаться на мой телеграм-канал, чтобы не пропускать наисвежайшие новости. Помимо этого, там тебя ждут футбольные приколы, трансляции топовых матчей и многое другое. Поэтому не стесняйся и переходи на канал по ссылке в описании. ПСЖ интересен опорник Баварии Йозуа Киммих. Как пишет Le Parisien, французский клуб может возобновить интерес к футболисту, учитывая, что его контракт с Баварией рассчитан до лета 2025 года. ПСЖ проявил интерес к Киммиху в январе, но так и не сделал предложение о трансфере. Несмотря на это, Йозуа по-прежнему остается в списке интересующих ПСЖ футболистов. Киммих пока не решил, останется ли в Баварии. Учитывая нестабильную ситуацию в клубе и снижение результатов команды, он может захотеть в другую команду. Летом ПСЖ намерен купить опорника, и Киммих вошел в число кандидатов. Отмечается, что конкурировать за него также будут клубы из Англии. Для ПСЖ Киммих – альтернатива Бруно Гимараешу из Ньюкасла. Бразильца ценит Луиш Кампуш. В январе он даже связывался с агентами игрока, но из-за высокой цены предложений от ПСЖ так и не последовало. Недавно сообщалось, что Киммих готов уйти из Баварии только в Манчестер Сити, Ливерпуль, Арсенал, Реал и Барселону. В Манчестер Юнайтед, Челси и ПСЖ нет. Дани Алвес хочет взять кредит, чтобы внести залог за свое освобождение. Экс-защитник Барселоны был признан виновным в изнасиловании девушки в ночном клубе и приговорен к 4,5 годам тюрьмы и еще 5 годам условно. Также он обязан выплатить 150 тысяч евро пострадавшей и 9,5 лет не приближаться к ней. Вчера суд Барселоны решил выпустить экс-футболиста сборной Бразилии под залог в размере 1 миллиона евро до вступления приговора в силу. Сообщалось, что Алвес одолжит эту сумму у отца Неймара, так как многие его счета арестованы или ушли в минус из-за долгов. Однако Неймар-старший заявил, что не даст Дани денег. По данным Le Vanguardia, в четверг юристы футболиста связались с несколькими банками, чтобы запросить кредит на оплату залога. Недавно Алвес выиграл суд у налоговой, которая теперь должна вернуть ему деньги. Их в будущем и хотят использовать в качестве залога. Некоторые банки отказались выдавать кредит Алвесу из-за репутационных рисков, но в четверг вечером один из них согласился провести операцию. Квинси Промесу посоветовали стать резидентом Объединенных Арабских Эмиратов, чтобы избежать экстрадиции. Футболист московского «Спартака» арестован в Арабских Эмиратах и может быть экстрадирован в Нидерланды. Ранее Промес был приговорен судом Амстердама в общей сложности к 7,5 годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков и нападение на двоюродного брата. Как стало известно Meta Ratings, Промес по совету своего окружения в декабре 2023 года стал резидентом Объединенных Арабских Эмиратов. Футболиста заверили, что это помогло бы ему избежать потенциальной экстрадиции. Эрик тен Хаг продолжит возглавлять Манчестер Юнайтед до конца сезона. The Guardian сообщает, что в настоящий момент сэр Джим Рэдклифф впечатлен работой голландского специалиста. Победа манкунианцев в четвертьфинале Кубка Англии над Ливерпулем оставила команде шанс завоевать трофей в этом сезоне. Если в полуфинале Манчестер Юнайтед одолеет Ковентри, они смогут выйти во второй кубковый финал подряд. С точки зрения сэра Джима Рэдклиффа, курирующего футбольную деятельность клуба, и его основного помощника сэра Дэйва Брейлсфорда, главный тренер должен остаться на посту до конца сезона, прежде чем будет принято какое-либо долгосрочное решение относительно его будущего. Руководство хочет предоставить Тен Хагу максимальную поддержку. Он участвует в принятии решений относительно игроков команды и планировании летнего трансферного окна. Его контракт действует до 2025 года. Отмечается, что Рэдклифф осознает тот факт, что найти тренеру замену, если он решит это сделать, будет непростой задачей. Что касается Гаррета Саутгейта, в качестве возможного преемника конкретные планы на данный момент отсутствуют.
Главный тренер сборной Англии является одним из многих, кем восхищается руководство манчестерского клуба. Мадридскому Реалу интересен правый защитник Ливерпуля Трент Александр-Арнольд. Контракт Трента с Ливерпулем рассчитан до июня 2025 года, поэтому Реал внимательно следит за развитием событий, как и всегда в ситуациях, когда действующие договоры топ-игроков подходят к концу, пишет Релева. За ситуацией вокруг англичанина также следят несколько европейских клубов. Контактов между Реалом и Ливерпулем по поводу возможного трансфера еще не было. Интерес Мадрида существует, но реальных действий, направленных на подписание Трента, клуб пока не предпринимал. В Реале Трента ценят за гибкость. Он может играть не только на правом фланге обороны, но и в центре защиты и в центре поля. К 2025 году Дани Карвахалю будет 33 года, поэтому в Реале считают, что наступает идеальный момент для подписания футболиста столь высокого уровня на эту позицию. Пока неизвестно, каковы намерения футболиста. Ливерпуль же захочет продлить с ним контракт, учитывая, что он воспитанник клуба и один из самых важных игроков в составе. В ПСЖ есть разногласия по поводу перспективы трансфера Луиса Диаса. Около недели назад стало известно, что французский клуб включил вингера Ливерпуля в шорт-лист. Как сообщает журналист Foot Mercato Санти Уна, Диас – главная цель катарского руководства ПСЖ. Интерес к нему инициирован президентом клуба Насером Аль-Хилейфи. Экс-спортивный директор Антеро Энрике, который сейчас занимает руководящую должность в Лиге Катара, уже связался с агентом игрока. Против приглашения Диаса выступает Луиш Кампуш, занимающий в парижской команде должность советника по спортивным вопросам. Он нацелен на других футболистов и отклоняет все предложения, поступающие от Энрике. Журналист Фабрицио Романо добавил, что пока ПСЖ не связывался с Ливерпулем по поводу возможного трансфера Диаса, парижане работают над другими целями. На данный момент Ливерпуль не демонстрирует желания продавать колумбийца. Его считают ключевым игроком высокого уровня. Тимо Вернер хочет остаться в Тоттенхэме после окончания текущего сезона. Нападающий присоединился к лондонскому клубу в зимнее трансферное окно на правах аренды из Лейпцига. Предполагается, что у Тоттенхэма есть возможность выкупить Вернера у немецкого клуба по сниженной цене до начала чемпионата Европы 14 июня. В этом случае стоимость выкупа игрока составит 14,5 миллионов фунтов. Сообщается, что этим летом Тоттенхэм может выйти на трансферный рынок в поиск нападающего, однако может сохранить и Вернера. Особенно в ситуации, если интерес саудовских клубов к Ришарлисону приведет к конкретному предложению. Ранее главный тренер Шпор Анге Постекоглу отмечал, что Вернер уже оказал влияние на команду и обладает потенциалом к дальнейшему развитию, так как его выступления улучшаются. Робиньо взят под стражу из-за приговора по делу об изнасиловании. В ноябре 2017 года экс-нападающий Сантоса, Манчестер Сити, Реала и Милана был приговорен итальянским судом к 9 годам тюремного заключения по обвинению в групповом изнасиловании в Италии. В январе 2022 года его кассация была отклонена. Мадридский Реал уверен, что подпишет Альфонсо Дэвиса. Как пишет Кадена Сер, мадридский клуб ожидает, что купит защитника, контракт которого с Баварией истекает в 2025 году, за 50 миллионов евро. Переговоры начнут с суммы в 35 миллионов, но, как считает Реал, за счет бонусов она увеличится до 50. Ему предложат 4-летний контракт на 10,5 миллионов евро в год. Бавария не может предложить Дэвису аналогичную зарплату, так как это сломало бы структуру зарплат в клубе.